Всем привет! Сегодня поговорим про новинку от китайского бренда Kizer. Речь сегодня пойдет о ноже, который называется Шамшир. И данное видео стало возможным благодаря парням из магазина ножиков.ру. Ссылка на сам нож, на подборку кайзеров и, собственно, на все соцсети Ножикова будут в описании к видео. На кайзеры, поскольку парни являются официалами по кайзерам, они их привозят сами, у них очень быстро появляются новинки, самое главное, очень часто бывают распродажи. Вот буквально, не знаю, на сегодняшний день будет еще такая цена или нет, еще недавно нож из этого обзора можно было купить за 8250 у них на сайте, буквально проверял я цену на 28 апреля. Итак, почему я показываю вам коробочку? Мне безумно нравится то, как сейчас упаковывает Kizer. Это вот такие ворота Шаолиня, в котором вот такая вот коробочка. Я впервые с такой упаковкой столкнулся на ноже Ивана Брагинца Один. Вот здесь внутри лежит чехольчик, в котором в мешочке уже лежит нож. Это приятно распаковывать, это очень дорого выглядит. И оно все такое, как немножко просиликоненное, такое, знаете, очень приятное. Ну да ладно. Вот такой вот ножичек, очень небольшой и такой восточного типа. Мне очень нравятся такие клинки, мне в свое время безумно нравился Талвар. И, собственно, название Шамшир, он же там в различных произношениях обозначает такую саблю индоиранского региона. Да, такую загнутую, здоровую саблю, которая так и называется Шамшир. Дизайнером данного ножа является Азо. Я, к сожалению, не нашел фотографию этого замечательного человека и какой-то другой информации о сотрудничестве его, кроме как с кайзерами. Предполагаю, что это какой-то их штатный дизайнер, но утверждать не могу. Предлагаю пробежаться по характеристикам данного ножа и уже потом мы с вами будем рассуждать. Это очень небольшой нудист титановый с облегчениями, который весит всего 92 грамма. Длина рукоятки 110 мм, в самом толстом месте 12 мм. Клипса просто шикарно сюда вписана по дизайну, но, к сожалению, она не переставляется на противоположную сторону. У нас присутствует темлячное отверстие, которое, скажем так, выбрано в титановом бэкспейсере. Ножичек использует керамические подшипники, здесь стоит сухарь, шарик в нем тоже стоит керамический, но он так в сторонке немножко стоит, не в самом сухаре. И, собственно, по клиночку. Клинок 85 мм, из них полезных 80, 3,5 в обухе, сталь S35Вен заявленной твердостью 58-60 единиц. По сведению от 0,5 до 0,6 на кончике. Очень прикольный изогнутый клинок с финишем клинка Stonewash. Причем Stonewash такой, знаете, подполированный. Но и качество фрезеровок, как всегда, у кайзеров радует. Очень нравится, что с лицевой стороны у вас виден только осевой. А все остальные винты убраны на противоположную сторону, которую вот вы будете держать в правой руке, поскольку здесь, о левшах не подумали. Пока далеко не убежали от характеристик, предлагаю сравнить этот нож с другими, более популярными, что ли, давайте будем это называть, ножами. У ножа просто отличная механика. Да, я его уже разбирал-собирал, и это как автомат Калашникова, только произведенный в Китае. Причем это вам не просто какой-то Type сколько-то, как у них автоматы называются, а полноценный классно сделанный нож.
Мне очень понравилось, что обслуживать его просто, разбирается хорошо, подшипник, поскольку керамический, работает без смазки, это здорово. Единственное, куда бы я только капал, это в отверстие детента, чтобы страгивание было полегче. Понравилось, как внутри все изготовлено, сделано, профрезеровано и, самое главное, облегчено. Давайте мы его сразу разберем и посмотрим, что у него внутри по кишочкам. Это исключительно джентльменский такой повседневный ножичек. Он вполне доступный по цене, при этом хорошие материалы и справляется со своими EDC задачами тоже очень неплохо, несмотря на вот этот вот сильно изогнутый кончик, да, поскольку есть, конечно, у такой формы клинков, есть определенные особенности. Еще момент, что кому-то может показаться, что здесь рекурва, потому что я смотрю в объектив и мне тоже так кажется. Но, скажем так, давайте приложим. У меня же фокус заблокирован. Вот так вот, что, безусловно, там есть какая-то совсем небольшая, возможно, щель, которая уберется сразу после первой переточки. А так это абсолютно ровная часть, и вот только здесь загибается. Давайте посмотрим на то, как он справился со своими какими-то обычными EDC задачами. Давайте подведем итоги. Можно бесконечно спорить о том, какого размера должен быть EDC нож. Дело в том, что EDC у всех очень разные. Задачи у всех разные. Кто-то ходит со складным ножом в лес, кто-то ходит только по городу и вскрывает посылочки, как это делаю я. Потому что здесь элементарно выйти куда-то в лес, это проблематично. Смотрю свои старые ролики, ну как старые, осень 2019 года, там, где я снимал все в лесочке, мне безумно не хватает этого. Выглядело это все суперски, это была классная живая картинка. А в том месте, где я живу сейчас, с этим реально проблема. Это куда-то надо реально ехать на машине, которой сейчас нету. Поэтому для меня вот такие размеры ножей сейчас оптимальны. Это именно небольшой
которым я просто что-то вскрываю, открываю, ну максимум я там пару раз, может быть, в офисе точил карандаш, и то есть на столе точилка, ты это делаешь просто потому, что тебе нравится нож острый, который ты сам заточил, и это все здорово. Поэтому говорить о том, что подойдет он вам конкретно для вашего EDC, я не могу. Если вам нравятся средних размеров клинки, то я думаю супер, потому что сказать, что он маленький, меньше 80, я не могу. Все-таки это 85. Это вот примерно габариты блюра. Чуть-чуть не дотягивает, всего 1 мм. Но в остальном механика, качество обработки, цена, материалы здесь просто отличные. Ну и опять же, если вам нравится такой дизайн. Ссылки на нож будут в описании. Сможете пройти, посмотреть. В ближайшее время ожидается большое поступление разных интересных новинок. Я думаю, где-то в конце мая, в начале июня. И там будет на самом деле на что посмотреть. Можете зайти на официальный сайт Кайзера и посмотреть, какие новинки ожидаются как раз в июне. Парням из ножиков.ру большое спасибо за предоставленный экземпляр. Я надеюсь, вам было интересно. На этом и все. Всем спасибо. Пока. We'll be right back.